Как думаете, где я нахожусь? В туалете? Верно. А где находится этот туалет? За этой дверью скрывается моя мечта. Tesla Cybertruck. Сегодня я его купил, сегодня должен его отдать. Короче, не знаю, я последний месяц, вот когда эта машина вышла, я ее ненавидел, честно скажу. Когда она вышла 2 года назад, да, вроде поехала по дорогам. А я ее ненавидел. Это для меня был урод. На сегодняшний момент мне эта машина очень нравится. Так что идет время, и вкусы меняются. Сегодня уже через несколько часов я заберу эту машинку с собой. Алло, Сергей. С именем ошиблись, меня зовут Сисун. Короче, купил себе Cybertruck, не мог удержаться, думал последний месяц об этой машине. И надеюсь, я не разочаруюсь. Самому очень интересно, как это оно. И я еще купил эту машину тогда, когда в Америке ненавидят все американцы эту машину, потому что ненавидят сейчас Илона Маска. Если не ошибаюсь, он даже со всех соцсетей пропал. Вот. Но мне все равно. Мне просто... Для меня это машина вне политики. Извиняюсь. Вот, если бы Лада сделала бы тоже хорошую машину, может быть, я ее купил тоже. Блин, прикольно. Прикольно. Честно, будете смеяться, но если я все правильно посчитал, то эта машина будет обходиться дешевле в 3 раза, чем мне обходится Wagoneer. Я за Wagoneer плачу кредит, страховку, обслуживание. Что там еще плачу? Бензин, самое главное, бензин. И получается, где-то тут волосы у меня. И получается, что я за Wagoneer плачу больше $3000 в месяц. Вот. А мне надоело платить $3000 и больше в месяц. Первый разгон. О да. В салоне тихо, все хорошо. И чувствуется в нем просто много дури. В этом Cybertruck. А есть звук, ну, видать, это мотор или что, не очень разбираюсь. Либо это просто очень шум асфальта. Вот слышите, да, такой шелест какой-то есть. Вот, то есть есть какой-то звук, но он не критичный, то есть все нормально. О, сейчас нет звука. Это из-за дорожного покрытия. Дорожное покрытие поменялось, и звук пропал. Ну, абсолютно нормально. Обычная машина. Двигателя не слышно. ДВС, его просто нету. Когда ты покупаешь обычный пикап, тебе надо его доукомплектовать. Там обязательно в кузов поставить шторку. Это, я думаю, штука 2. Обязательно поставить регистратор там вперед-назад. То есть еще штука, если хороший регистратор. То есть уже 2 штуки баксов ты положишь в машину для того, чтобы она была укомплектована, да, а то и больше, там, может быть, резину еще будешь менять. То есть здесь вот в Cybertruck, чем плюс, она уже на более-менее продвинутой резине. Вот, у них есть грязевая резина. Вот, плюс здесь есть шторка, плюс тут есть камеры, плюс это все пишется. Короче, то есть ты взял машину, с которой ничего не надо делать, в теории. Вот. Посмотрим, конечно, как это будет дальше. Но в теории в этой машине уже есть все, что тебе нужно, когда ты покупаешь пикап-трак. Зарядка на чуть более чем 300 миль. Я так понял, тут батарейка такая же, как на обычных Tesla. Ну, Extended Range, только как бы не супер Extended. То есть получается, что в Model 3, если не ошибаюсь, такая же батарея стоит. По обзору сразу скажу, вот это сильно перекрывает, вот эти маленькие окошки, туда реально надо смотреть. Вот. И по рулю прикольно то, что можно руль вот так ложить, я прямо обожаю. То есть вот так положил руку и все. И тут слепая зона получается, и тут слепая зона. То есть на перекрестках вот здесь очень большой процент обзора закрывается вот этим треугольником. И вот эти маленькие окошки, я не думаю, что они прям что-то помогут. Основным фактором, почему я купил Теслу, это является цена. Вот смотрите, у меня Wagoneer в кредите, я за нее плачу 1100, плюс страховка, это еще там 600-700, это уже там 1800, и плюс топливо. Топливо у меня уходит каждый месяц штука, 1,5-2, в зависимости сколько езжу. То есть в лучших условиях Wagoneer мне обходится больше $3000 в месяц. Tesla Cybertruck мне будет обходиться в $1000 в месяц. Электричество бесплатно,
плюс страховка примерно $100. Могу прямо сказать, что Tesla Cybertruck в 3 раза дешевле, чем похожий там по размеру, по классу там Jeep. В 3 раза дешевле. То есть вот и все. То есть я купил Tesla Cybertruck из-за того, что он стоит $30 в день. Не куплю за день 2 кофе в Starbucks и 2 булочки. Все. Cybertruck я купил. Бесплатно можно ездить, если просто отказаться и не ходить в Starbucks. Вот реально. То есть Cybertruck пока что супер дает выгодную сделку, даже по сравнению с другими электромашинами. Там Lightning, Hammer. Вот, короче, купил за то, чтобы не тратить деньги на вагоне. За 3 дня на Тесле мне показали 3 раза свое внимание к Кибертраку, американцы. Первый раз это было на парковке, на второй день, когда я ездил, был в магазине Target, и пустая парковка, рядом со мной припарковалась Audi, из нее вышло 2 девчонки, которые показали что-то там пальцами в камеру. Я так и не понял, было темно, но что-то они показали. Это была женщина сегодня на заправке, я заехал справить нужду, и темнокожая женщина заходила на заправку и показала сердечко. Вот, постучалась мне, я повернулся, она показала сердечко. И мужик сегодня в пробке ехали, справа меня догнал в пробке, справа, когда там правый ряд был закрыт, показал там вообще там класс, что-то там орал мне, я ему там рукой махал, вот, на джипе. И обогнал меня, дальше поехал. Ну, прямо остановился возле меня и показывал класс. То есть, в принципе, негатива не вижу, факи не показывают, может быть, я просто еще не заметил. Вот, так что все нормально, все хорошо. Пацаны, честно, я сделал очень большую ошибку, купив эту машину. Только сейчас я понимаю, вот спустя 2 недели, как я пользуюсь Кибертраком, что я наделал. Для чего я купил автомобиль, за который не надо платить деньги на заправке. Для чего я купил автомобиль, который едет самостоятельно на автопилоте. Для чего я купил автомобиль, который имеет большой кузов, куда можно положить все, что вот надо, чтобы тебе перевезти. Смотрите, заметили уже? Вот это, он откуда-то появился, выкрутился. Прикольно. Самое необычное, с чем я столкнулся в Кибертраке, в первые 3 дня меня укачивало, меня тошнило в машине. То есть вот ты привык к обычной машине, как она тормозит, ты привык к обычной машине, как она разгоняется. Здесь все иначе. Меня просто 3 дня тошнило. Я не скажу, что я гоняю, нет. Я приехал, как все, в потоке, но я выхожу из машины, как будто бы вот сейчас меня вырвет. Слава богу, вот сейчас я 8 дней уже на этой машине, это чувство ушло. Но я просто офигел, как мне было плохо. То есть у меня плохой вестибулярный аппарат, и меня тошнило с каждой поездки на Тесле. Я уже думал вернуть ее, еще что-то, но мне сказали, ты привыкни. Сегодня поймал себя на мысли, что я перестал смотреть в зеркала. Настолько хорошие камеры, что когда включаешь поворотник, ты смотришь на камеру, на изображение, а не смотришь в зеркало. Мозг, который всю жизнь смотрел в зеркала, переадаптировался, и теперь я смотрю в камеры. И это на самом деле немножко меня пугает. Пришли посылочки с официального сайта, с Tesla я заказал 2 таких сиденья. Выглядит, наверное, немножко странно, да, и непонятно, как на них сидеть. На самом деле к ним еще есть крепеж сюда вниз, и они ставятся вот сюда на крышку пикапа и крепится, и то есть крышку поднял, вот так сложил, защелкнул, и он не мешает. Честно, очень удобно, то есть под тяжестью вот эта спинка, она начинает наклоняться, и очень комфортно сидеть. Так что если ты купил Кибертрак и ищешь сиденье, вот на официальном сайте стилистики Кибертрака можно это все купить и установить. Для крыши заказал оригинальную шторку, сейчас буду ее крепить. Просто клипсы вот эту вставляешь, и все. Оригинальная с сайта Tesla с эмблемкой Кибертрака.
Сзади одна клипса. Сбоку нет, что ли, клипса? Получается, спереди одна клипса, где колоночка. И все, что ли? А, вот еще есть клипса там. Тут. И все, одной клипсы не хватает, прикиньте. Ну, вот два сиденья. Я пока что без крепления снизу. Вот видите, вот сюда нажимаешь, все, и под собственным весом сиденье, получается, начинает спинка наклоняться. Вот, и вот два сиденья для полного чила в кибертраке. Вот. И мне кажется, что без крепления оно даже интереснее. То есть ты его в любую сторону развернул, как хочешь, так и сидишь. Сиденья будут лежать у меня здесь. Вот насос с собой вожу. Салфеточки. Сиденья сюда не влезут, по ходу дела. А может, влезут. Не влазит. А, не влазит. С трудом, но одно сиденье влезло. Второе уже не войдет никак. Пока возился с сиденьями, какая-то деталька здесь выпала. Вот эта деталька откуда-то отсюда улетела и упала на землю. Здесь я поднял. Что это может быть? Смотрите, что я заметил. Стекло, видите, не опускается до конца шторка. То есть, если я делаю, опускаю его, видите, оно блокируется. Не хватает, там одно деление остается. А вот, видите, сейчас больше убралось. То есть, оно кого-то бы не оцифровано. О, почти вся шторка убралась. Вот. И все. И она зависла, смотрите. Не работает. Не работает. Вот. Видите, до конца не убирается. К машине подошли. Несмотря на то, что там выставка проходит старых автомобилей, сюда подходит на кибертрак смотреть. Смотрите, какое интересное решение. Вот сюда ты можешь все положить, закрыть и уйти, и эту крышку никто не откроет, потому что ручка, видите, здесь. То есть, если у вас верх открыт, и вы хотите отсюда достать, у вас не получится ничего сделать. Вот, то есть, пока крышка закрыта, доступа нет. И вот он минус. Смотрите, не закрывается крышка. Ну, как будто бы она не откалибрована. То есть я что делаю? Я вот так вручную довожу ее и прижимаю. И все. Каждый раз вот так надо париться, вручную дожимать. Купил кучу ништяков. Потом расскажу, для чего это и что это такое. Вот. И хочу вам сказать, что за рулем Теслы я не чувствую, что я еду на каком-то там сайбертраке. За рулем как будто бы обычной машины. То есть нету ощущения, что я еду на какой-то машине будущего. Потому что в салоне все уже более-менее обычно, как у всех Тесла. Вот. То есть едешь и не понимаешь, что там снаружи эта машина выглядит такая космическая, да. Вот. Тут в салоне внутри это вообще абсолютно обычная машина. Практически, кроме дворника, ничего не выдает, что ты едешь на чем-то необычном. Странно работает дворник в авторежиме, дождя почти нет, дворник фигачит и фигачит. И еще и звук издает. Какой-то там, трется обо что-то. Вот, чтобы отключить авторежим, допустим, нажали, единичку нажали, и все, он уже так часто не работает. Но звук издает. На кибертрак пришел номер. Интересно то, что цифры 269. У меня был такой номер в России на Жигулях. 269. Вот, короче, иллинойсовский номер. 2 штучки пришло. Спереди я установить не могу, потому что вот это все надо вкручивать в бампер. Я как бы не хочу портить. Надо заказывать там специальный холдер для номера в передний бампер. Закажу. Через недельку он вроде должен прийти. И поставлю спереди, не испортив бампер. А сзади можно сейчас повесить пойти. Старый номер снял. Новый номер установил. Чуть-чуть перекрывает этот плафон заднего хода. Все, 269. Красивый номер. S значит Сисун. Все четко.